Снег медленно опускался на вечерний Сиэтл, укутывая улицы мягкой белой пеленой. В домах мерцали огни рождественских гирлянд, жизнь бурлила за закрытыми окнами, но квартира на 4-м этаже одного старого здания оставалась погруженной в полутемный покой. Тусклая лампа едва освещала комнату, где Эмма сидела на краю дивана, крепко прижимая к себе старый шарф матери. Мир для нее давно был беззвучным. Глухота стала ее постоянной реальностью еще в детстве. Рождественская ночь лишь усиливала ощущение одиночества. После смерти матери и потери работы Эмма привыкла к тишине, но сегодня она давила острее обычного. В социальных сетях мелькали фотографии семей, улыбок, огней. Все это казалось бесконечно далеким от ее собственной жизни. Чтобы хоть немного отвлечься, она вышла на улицу. Город сиял. Ярмарочные огни отражались в снежных хлопьях. Люди смеялись, гуляли, покупали горячий шоколад. Эмма не слышала ни единого звука, только видела добрые лица и теплые движения, которые напоминали жизнь, ускользнувшую от нее много лет назад. Музыкант у елки играл на гитаре, и хотя мелодия оставалась недоступной, она ощущала атмосферу праздника. Когда одиночество вновь накрыло ее, она присела на скамейку с горячим напитком. Слезы снова защипали глаза. В этот момент перед ней остановился маленький мальчик. Его отец, высокий мужчина с мягким взглядом, подошел следом. Он внимательно посмотрел на Эмму и неожиданно заговорил жестами, спрашивая, все ли с ней в порядке. Это тронуло ее больше, чем она могла выразить. Мужчину звали Джейк, а мальчика — Ноа. Они присели рядом, и их присутствие стало тихим островком тепла среди зимнего вечера. Оказалось, что Джейк немного изучал язык жестов, потому что после гибели жены сын стал часто молчать, и ему хотелось понимать его лучше. Ноа подарил Эмме маленькую игрушку, выигранную на аттракционе, и этот простой жест неожиданно растопил ее внутренний лед. Она пошла вместе с ними к ярко украшенной елке, наблюдая за восхищением мальчика и мягкой, спокойной внимательностью его отца. Впервые за долгое время она чувствовала, что ее тишина не отделяет ее от мира, а просто делает его другим. Когда вечер приблизился к концу, Эмма поняла, что рядом с этими двумя людьми ей не нужно притворяться сильной. Их небольшая компания стала теплым укрытием в самую холодную ночь года, и она позволила себе принять приглашение провести остаток вечера вместе. Снег падал мягко и тихо, но впервые за долгие годы тишина казалась не пустотой, а новым началом. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.